То, что они будут делать без определенных знаний. Я не знаю, задонатили на черепашьи гонки или нет. Сейчас узнаем. Благодарят разработчиков игры. Говорят, что это одна из самых лучших RPG, которые он играл за последнее время. И это может быть правдой на самом деле. Очень... Ну, эта игра, я говорю, я вообще почти не играю в игры. Я играл в старые там финалки и в Chrono Trigger. Эта игра похожа на что-то такое хорошее. Но, к сожалению, сыровато. Но достойно прохождения. Ну, сыровато на мой вкус. Так-то она абсолютно готовая игра. 5, 4, 3, 2, 1, go! All right. That bedroom looks familiar. Yeah, there was a little bit of a shout out to Chrono Trigger there right off the bat. And this is Glenn. Glenn is our main character. And Glenn is basically a sky pirate. Это Глен. Знакомьтесь, так сказать. Мы находимся в туториале. Можно тут поговорить, сундучки пособирать. Фигня. Ничего это не надо. Глен у нас самый лучший пилот летающего армора. Мы находимся справа и разматываем ботов слева. А нам очень рано дают туториал управления армором. Управление армором появится ближе к середине игры только. Нам просто дают почувствовать, что это вот такое есть, и все. Дальше, соответственно, туториал. Просто деремся. У нас есть Глен, который дает тройную тычку. Это одна из самых сильных атак вообще в игре, на мой взгляд, скомбинированный с нужными обилками. Он просто неубиваемый, дамажащий. Танк. У него, по-моему, под 600 хп. Можно в лейте разогнать. То есть очень жестко. У игры вроде один разработчик, не уверен. Не могу точно сказать. Также у нас есть второй персонаж, который бежит с нами. Он нам помогает. Зовут его... Блин, я думаю, мы увидим еще. Я забыл что-то. Это очень универсальный персонаж. Он помогает нам делать... Так, нам сейчас, наверное, будет... Киллиан. О, Киллиан. Подписано. Соответственно, он нам помогает... держаться в строю, у него есть хил, у него есть АОЕ атака. Ему не хватает соло-атаки, на самом деле, но, в принципе, для спидрана это идеальный персонаж. У него есть АОЕ атака, которой мы можем зачищать слабые паки и качаться таким образом. Также к нам присоединяются персонажи, которых мы больше никогда не увидим. Я лично сохранил их оружие и... оружие, поскольку оно было уникально для персонажа, то есть им специально выделили какое-то крутое оружие, которое могут надевать только они, никто другой. Никому это оружие или такой тип оружия больше нигде в игре не пригодится. Пушка и як. Забавно. Тут мы начинаем драку в неравном стиле. Противник находится в арморе, и в арморе теоретически он должен нас вообще шотать, там 1000 урона, но это забалансированный файт, и поэтому мы как бы сюжетный забалансированный файт, просто деремся. Особенность игры в том, что... Особенность битвы, наверное, в том, что перед каждой битвой у нас всегда full хп и full mana. Сверху слева мы можем видеть определенную шкалу, которая позволяет нам
понимать, что делать в игре. То есть, если мы находимся в красной зоне, нам нужно загнать переключатель в зеленую зону. Если... Ну да, все правильно. Вот. Мы сейчас включили игру на самом слабом уровне. Технически говоря, сложностей нет, но мы можем усилить противников через настройки, открыть настройки, увеличить их статы, увеличить их агрессивность. На 100% их агрессивность это не повышает, игра не становится непроходибельной, она чуть-чуть сложнее становится. И проверяем, получится ли глич. Не уверен, что его вообще можно завалить. Сейчас посмотрим. Наша задача, соответственно, остаться только за Лине. Лине — это второй основной персонаж в этой игре. И при помощи нее мы можем вот такие вот штуки интересные мутить. Мы получаем гейм-овер, и сейчас в гейм-овере, пока мы не видим экран, направляемся в ОБ. И пытаемся выйти за границу так, чтобы выйти из локации, из хаба, чтобы из хаба в хаб перейти. Не очень получается это пока что спидранено. Подождем. Так, что мы там говорили? Вот, все получилось уже. Даже не успел ничего сказать. Делаем сейв. На экране мы, к сожалению, всю игру будем видеть Game Over, Retry Battle. И еще что-то. В общем, мы в Game Over. Мы не закончили туториал, и мы не можем находиться здесь, там, где мы находимся. Мы находимся в Game Over, и поэтому мы здесь находимся. И благодаря крутым, благодаря сильным противникам мы все время сможем погибать и включать режим выхода в ОБ. Теперь мы, соответственно, снова находимся в Retry Battle, от автосейв, от сейв. Сейчас мы в ОБ. Нам нужно собрать несколько чеков. Мы зайдем в late game, в локации, где мы можем быть только в самом конце игры. Мы соберем пару сундуков с апгрейдами. These are a bunch of endgame crafting materials that you get like way at the end of the run or end of the game normally. And this is what's called the soul of большой ящик. I'm going to be getting 2 of those during the run, and those are for upgrading the game's ultimate weapons. So их, по-моему, 12, если правильно помню. И мы можем при помощи души оживить заржавевшее оружие. Заржавевшее оружие можно будет найти в лейт-гейм квестах и в особенных местах. Соответственно, это самое сильное оружие 9-го уровня, по-моему, если я правильно помню. Либо 8-го, либо 9-го уровня. Это нам понадобится 1 или 2 души. I need that guy's key. Не собрал. Вот и ключ. Нам нужно бы получить корабль, чтобы летать между местами. То есть корабль открывается нам как раз где-то в середине игры вместе с управлением механизмами. Мы здесь добираемся до пика определенного, и по какой-то причине мы получаем здесь возможность летать. И, соответственно, таким образом мы открываем корабль преждевременно. Тут же мы оказываемся в чаптере номер 2. После того, как наша основная миссия по сюжету провалится, здесь у нас наш герой будет чилить в своем забвении. Вот мы получили армор, но нам, в принципе, здесь он не нужен, нам нужен он здесь. Мы делаем здесь сейв для того, чтобы мы могли гличить состояние полета в арморе. Сразимся с боссом. Его нельзя победить. Ну,
Может быть и можно, но не предназначено побеждать его, находясь в человеческой форме. Нам нужно использовать армор летающий. Вот и армор летающий, соответственно. Это такой вот глич. Теперь мы в арморе. Получаем большую тень. И мы, соответственно, в ОБ находимся. Не очень помню, зачем мы здесь умираем. Чтобы получить снова движение в ОБ. Так что мы сейчас соберем... Ага, да, вот нам нужно еще в одну лейт-гейм локацию. Нам нужно получить лук. Лук на Робина, который является помощником Лены, или ее охранником, так сказать. И мы здесь пройдем квест раньше времени, даже не играя этот квест. По какой-то причине здесь не проигрывается драка, и мы просто получаем катсцену окончания квеста и получаем имбовый лук. Ну как имбовый? Самый сильный лук в игре, который можно использовать на этом персонаже. Так будет правильно сказать. We have to upgrade it. There's hey, we finished a side quest. that I never had, but it's okay. Yeah, just go with it. We are definitely not doing things in anything even remotely the intended way. Лук мы получили, теперь, в принципе, мы, по-моему, сделали все, что необходимо для того, чтобы подготовиться к началу игры. Теперь мы пройдем туториал, таки наконец. Проходить мы будем туториал на Лене. По сути, мы побываем просто в тех точках, где должны побывать персонажи, за которых мы проходим туториал. Туториал мы проходим за 4 персонажей, за Лене с Робом, маг-лучница, за Барда, я уже забыл, как его зовут, за Глена и Киля, а также за Ред, одной из самых сильных персонажей в этой игре. Ред воровка. Тут нас знакомят с системами как крафт, улучшение оружие, использование меню покупки-продажи, с уникальной механикой продажи мусора, который мы собрали в игре. Это действительно мусор. Мы собираем различный мусор с земли, и его потом можно продать. И его нужно продавать для того, чтобы открывать специальные предложения. В специальных предложениях скрыты late game и вообще шмотки лейтгеймовые и вообще. То есть мы сможем их собрать, когда нам нужно, и быть немножко сильнее во время прохождения игры. Окей, туториал мы, по-моему, прошли, насколько я помню. Теперь мы можем идти в конец игры. Сейчас мы отправляемся, соответственно, к концу игры. Но прежде чем мы пойдем в конец игры, мы сначала должны будем зайти к продавцу и посетить несколько сундуков, содержащих late game шмотки. То есть нам нужен армор, который мы тут найдем, несколько оружий. По-моему, мы найдем и пику, и меч. И вроде бы больше ничего не найдем из оружия. И ровно 4 армора, 2 тяжелых, 1 средний и одну робу. Робу, соответственно, наденем длинная. Продаем предметы, и можно продать такой определенный сет предметов, который позволяет продавать эти сеты предметов бесконечно. Вот, короче, продаем, обузим, нам нужно 100 тысяч.
And Blaze is being a little modest here because this entire time during this out of bounds movement, he's dodging all sorts of cutscene triggers and other things that would lose a lot of time. Также нам не поясняют, но на самом деле мы пропускаем катсцены и драки. Надо определенным образом двигаться по карте, чтобы не сражаться. Благо, из любой драки всегда можно убежать. Это последняя стадия игры. Соответственно, здесь самые сильные противники. Если мы нарвемся, моментально умрем. Yeah, that's another thing to mention. Some of the bosses in this game are designed to be fought with the sky armor, which is going to come up a little later. Yep. Yeah, are you trying to imply that I'm not going to necessarily do things in the way the game intends? This is totally intended. Yeah. Так вот и меч. I do want to point out that the shopkeeper that gave us 75,000. Пропускаем любые пазлы. Также мы можем видеть, что мы находим случайные вещи на полу. Это скрытые сокровища, которые раскиданы по каждой карте, почти по каждой карте. И нужно их вычислить благодаря кругам на земле, которые стрелочками показывают, где находятся сокровища. И на пересечении стрелочек, потому что их несколько, invest some time into setting it up again. Yeah, I'll have to run all the way back here, and I really don't want to do that. И там лежит сокровище. Yeah, we're good now. No more scary moments. Оказывается, любой энкаунтер выведет нас из этого режима ОБ. Очень понятно. Хоть мы и находимся в конце игры, и мы движемся к финальному боссу, мы не идем заканчивать игру. Нам нужно было посетить эту библиотеку, у которой мы только что были, чтобы узнать, где находится остров с кузнецом и легендарного оружия. Соответственно, мы купим оружие, которое нам нужно. Мы покупаем 3 оружия, один Great Sword, Жавелин, соответственно, мы его не находим, покупаем, и опал амулет. Опал амулет — это, соответственно, оружие мага. Соответственно, нам нужно будет одеть 6 персонажей, если я правильно помню. I'm going to go ahead and finish the little bit of preparation I need to craft the game's final weapons. I'm going to go ahead and fly up here to the city of Tormund, which is actually where Len is from. It's very rainy here. And I do need to make one quick stop over here because there is an item in this inn, a sacred water. And the sacred water is used to unlock trials for what are called По-моему, он собирает на одну больше, потому что он решает, скорее всего, будет подбирать 2 статуи. Есть определенные статуи в этой игре, они позволяют получить класс. И мы увидим 2 класса: класс воина и класс монка, насколько помню, монаха. Нам нужны некоторые крафт-материалы, и в гильдии путешественников можно всегда приобрести нужные материалы еще и со скидкой. Гильдия путешественников открывается только в этом городе, после того, как вы получаете квест на нее в первом городе, в котором мы проходим туториал. And we're going to go ahead and upgrade those 2 rusty weapons to their final form here. So that is a Panaka weapon for Rob and a Sin Eater for Killian. Длинный меч мы покупаем здесь тоже, окей. Соответственно, длинный меч, который, спойлер, никогда не должен был достаться Киллиану. Достанется Киллиану, повезло ему. И мы улучшаем сразу 2 раза предметы, чтобы было много атаки. Также улучшаем понемножку армор. На 1 раз почти все мы можем улучшить.
All right, and then the Парадный last thing армор, I have to флот do армор и is I'm going to go лейлайн. ahead and Код. put that ether killer crystal into the Panaka, which is going to give me 10% Уничтожение. extra damage on the game's final boss, which Okay, is nice. so like it's like a Плюс racial 10% weakness. урона на Yeah, последнего a lot босса. of the damage system, like a lot of the items that Blaze has gotten, is to take advantage of the type and the elemental system in this game to like. Снова меняем настройки игры на самые легкие, чтобы Yeah, and then Blaze закончить just toggled the туториал. difficulty settings again too, И because he's going to be doing some actual combat soon instead of game overing on purpose to get out of сразиться с bounds. противниками, которых мы действительно We're going to go собираемся ahead and убивать. finish those tutorials Нам now, выгодно and иметь there's kind of two reasons that I need to do that. The высокую first сложность, когда нам is, нужно просто погибнуть, и, each соответственно, boss легкую, that I когда нам fight, не or нужно almost погибнуть. every boss that I fight in this run, is going to Это drop самая an первая item called a пещера. Grimoire Здесь shard. нас The знакомят, что Grimoire есть shards are how пещеры, you что level up тут in this game, есть and I need a ключики certain разные, amount of условия levels получения to вещей. get the skills that I Вот, need и to actually здесь defeat the также мы final получаем boss. самую крутую And then шмотку the во other всей thing игре. is I kind of just need to Это finish the prologue so the game gives me the characters 75% that I need шанс permanently to finish каждую it. So драку so we're going to go начинать ahead and первым. work on that Если у тебя now. шмотка это надета. This is Вот. the Соответственно, lens в prologue boss, which начале is a large sandworm. драки There's not going to be a whole lot to a проводится lot of these ролл encounters. I just на kind of want them to инициативу, go as fast as possible. So невидимый. Yeah, because Blaze is Все very, зависит very от того, beefy at this насколько у вас point. высокая Like, агила. these are very early game bosses now По-моему, that he's fighting достаточно in просто game иметь gear. высокую агилу, During если я that правильно last помню. run, Но, Blaze also возможно, got the все-таки Hermes происходит sandals, какой-то which ролл. is going to be a way to hopefully get good turn order later in the game. yeah, thank you for shouting that out. So I did take a brief 75% detour there to или get the Swift Sandals 50%, accessory. не We'll be помню. Но using that достаточно in just высокий a процент second. на то, чтобы сходить But I'll первым на explain персонажа, that in на a minute котором будет, because it is actually time for the turtle races. Is на котором everybody будет ready этот for some перк. turtle races? All right. О, а мы So the way насобирали. this works, Насобирали it's pretty fun. на гонку There's 4 черепашек. turtles, there's 4 of us, so I think I'm going to be turtle 1. Тут 4 Motas, you can be turtle 2. черепашки. Pretzel, you can be turtle 3, and Cat, you can be turtle 4. Okay. So everybody enjoy the Мы не turtle знаем. races. Thank you again for the donations. May the best turtle win. I think the first one's going to win. Мы не знаем, I'm all in on какая 4. черепашка Here we go. Three. победит. Только одна из черепашек Turtle, turtle. Come on, 3, you can do it. Let's go победит, 1. естественно. Это реальная скамба. Pump those feet. И Yeah. Aww. I wasn't looking. What happened? по-моему, первая выиграла. I did cheat a little bit. Turtle 1 tends to always win first for whatever reason. The way we know this is you can actually talk to the turtles, and they will tell you who's going to win. So in this case, if I О, did it, зачем ты Turtle 1 would win. But yeah, спойлеришь? thank you again for the donations. Let's go ahead and continue the speed run here. I'm going to go ahead and talk to this helpful assistant who takes all of my money and directs me to the actual checkout person, who asks me for money, which is what I don't have anymore. So that is our introduction to the thief character, who is named Виктор. Sienna. Виктор зовут Sienna is a Барда. fantastic character. This is time for another Сиенна glitch это у here. нас So I'm going to go ahead and красная. do a save, Red. and then I'm going to go ahead and load that second save file I made a while ago. This is Делаем called Save сейв Load Fly. и делаем I'm just gonna go ahead and загрузку take там, off где у нас here. есть Just возможность go with иметь it. армор. But I can Соответственно, мы use this поднимаемся to, в арморе, sort of загружаем gain сейф, elevation. на I котором can't use мы this when I'm out находимся of в bounds, but арморе, it sort of gives me переносим another статус out-of-bounds таким state, образом essentially, because в его I can позиции. use the sky armor height in areas that I'm not supposed to be able to. And that allows me to run around things Заканчиваем like туториал random теперь на этом encounters and cutscene персонаже, и triggers. нас I thought that отправляет was just an ability that all thieves have in this game. You know, wouldn't that be cool? So I'm going to do that a handful of times Катакомбы. here. Just again, basically to get Нам нужно around будет random несколько раз encounters использовать and этот make the трюк, make потому the что path мы не so хотим We also сражаться became an лишний раз. honest thief, too, 'cause Мы we хотим skipped сражаться actually только having там, to где мы steal хотим stuff that сражаться. way. Yeah, that is a little bit frustrating, honestly, because the whole reason we're in the sewers here is because Sienna was escaping the guards because she steals a bunch of stuff if you don't glitch through that. And in this case, Sienna did nothing, so that's kind of not fair, Теперь honestly. Сиенна We встречает meet Glenn and Киллиана Killian и again, and I'm going to go ahead and Глена. upgrade their gear. The movement on this Поскольку у map in нас есть particular is возможность very немножко specific, so I'm использовать actually running some менюинг, pretty мы tight заходим, lines right here. If I надеваем cross those им топовый rafts that are шмот, going around, и bad things will happen. отчасти And это this is потому, the что нам нужно будет crotch on. сражаться, Feeling hungry for seafood и нам soup повезло. right about now. Сандали сработали и дали нам первый ход. Соответственно, первый ход позволил нам ваншотить всех противников из-за того, что у нас очень сильный Киллиан. Это тот, который с большим мечом. У него легендарная пушка.
Даже если вы But that первый gets me another уровень, Grimoire нам shard. We будет are этого progressing достаточно. through the prologues. We're back on Почти Victor here. This is my favorite part of the whole visual glitch because I'm больше, essentially at the banquet scene from Final наверное, Fantasy VI right here. 2/3 And силы Victor is greeting all of вашей the зависит от того, какой у вас армор и dignitaries какой from у вас like пушка. 10 feet off the ground. Так что It's даже pretty если у great. вас невысокий I уровень, do appreciate how the game самый walks them с up лучшей to where his пушкой в sprite is игре, and not вы, where his в shadow принципе, is. Yep. I did choose the в correct принципе уже answers в there лейт-гейме. because it will net me an accessory called the Life Да, у вас Thread. мало хп, The но Life вы Thread will достаточно give me толковый. plus 15 critical on the character that I put it on. It's not really required to complete the run, but it is like a little bit of a marathon safety that I'm going to go ahead and implement Yeah, here. for a very, so. very minor detour. Yeah, it doesn't really take any time. And then, yeah, now we're Sienna. Now she's legitimately like using the height to her advantage there, so. This upcoming sequence is kind of like the final prologue fight sequence here, so we're skipping through a couple of Сейчас мы cutscenes, будем and then when заканчивать we get our пролог. party back В together, прологе нас you'll notice попытается Glenn уничтожить is in the lead. какое-то Glenn is going to be floating, and какое-то everybody else страшное not so much. чудовище, So they're going to need to но play мы catch up a little bit here, but I'm just going to go ahead and not do победим that. за один ультимативный ход. It cracks me up just how much your teammates are struggling to keep up with you too. Yeah, doesn't really affect everybody the same way, so. And now we've got this really cool part that it kind of reminds me of the tower in Chrono Trigger. I'm gonna, oh, I did this menu a little bit backwards. I'm gonna go ahead and finish my equipping, and I'm actually gonna do my first set of Надо upgrades надеть here. шмотки нужным As well for персонажам, skills, so I'm потому что gonna нам learn a few выдали skills. дополнительных персонажей. When you learn skills in this Роба game, мы еще не this is sort одевали. of the progression menu here. You gain Виктора stat, Барда. but really what Роб I это у want нас to do основной as керри early будет as possible is I потом. want to choose abilities Пару that I actually левелапов. want Нам for в любом these случае потом characters. надо будет все левелапы Because the way вкачать, the skill up чтобы system works, you will открыть actually level up the abilities. следующий The тир stats don't really level up beyond what you способностей. get right there, so Уровни в этой игре работают таким образом, что мы получаем уровень, качаем способности, и потом более сильные способности открываются. Because I don't really feel like climbing stairs. This isn't Final Fantasy VII. We're just going to do this instead. Если вы пройдете игру на почти 100%, ну как там, наверное, на 80 тоже хватит. Вы сможете все еще прокачать все способности. Yeah, sure. So you ровное essentially количество. start every boss fight and shrine Но fight with the limit. последний босс тоже дает левел-ап. Already full. It Поэтому just gives it to you. вы, по-моему, не можете докачать две способности So в самом keep that in конце. mind, especially Ну, early то есть on. после That is финального very, босса very вы можете helpful. продолжить And как бы со that своего actually, сейва. that last sequence right there put me at the end of the С того же prologue, места, but так since I сказать. already got the reward board, I don't really need to finish them И anymore. как раз эти два So I уровня think там what I'm going to будут. do instead is I'm going to go ahead and get the last character that we need to finish the run, which is Осталось Bathraz. получить And I have последнего to set my персонажа. party very specifically here. Бальтраза. Otherwise, Bathraz will sort of the game does Еще not один expect me to have all the characters at средний this point, основной персонаж, so так it would сказать, overwrite one важный of them with в Bathraz, and I системе, definitely do not want важный в that to этой игре happen, по so. сюжетке. Yeah, Bathraz is sort of going to be the support character. Для этого нам both нужно for buffing and debuffing, отправиться so we need him. Тормунд, Yeah, если я but there's a правильно couple помню cutscenes название here этого that are a города little в ту annoying, so I'm just сторону. going to fly over here to the Но spot мы instead where делаем all the это мы money is через and just grab it that way. When I run back через to вот этот Bathraz, I маленький don't actually шахтерский hit any of the городок, cutscenes, so. и в нем нам Poor нужно cartographer is still waiting for that нанять tutorial to Бальтраза. be completed. В первый раз, когда мы можем его But Bathraz joins us because we have money, получить в and we're качестве just gonna go играбельного back out персонажа. here, Потом get мы его on our снова airship, теряем, and we're gonna потом, go repay потом мы a его теряем, visit to потом the снова его Cortara приобретаем. Condor because I actually do need Но something поскольку from у нас them уже now, есть so, корабль, мы I do want to просто lose не the заходим fight в то место, где нам again. нужно This time it's because I want to retry будет it его in по the сюжету Sky потерять. Armor. And this is kind of В like этой the Sky Armor драке tutorial мы boss. намеренно So, проигрываем, this will be a и мы fairly хотим easy fight закончить once I'm all туториал, geared чтобы up. It will нам take me out of the официально... accelerated speed state, which is a little bit unfortunate. But other than that, Ну, we can это get that он back pretty quickly. самый This is сильный sort маг of like the теоретически minimal в этой impact игре. time for that. I'm gonna go ahead and get Bathraz ready to go for later. У всех магов в этой игре есть физический урон по какой-то причине, а у всех, кто бьет физикой, нет магического урона, что абсолютно не балансно. Get to use Sienna at Но all. как есть. Not at all. Not really, yeah. Set skills. And I want to level up. О чем это я? Да, мы, технически говоря, завершаем туториал, но это не совсем туториал, а мы как бы получаем корабль официально. И когда мы получаем корабль, нам весь мир становится открытым, и мы, соответственно, находимся в мидгейме.
Чтобы победить, Doing a little нам more damage достаточно The Sky Armor combat music is absolutely вернуться в phenomenal, драку, by the нажать way. реплей. The composer of this game Нам is предложат выбрать Eddie реплей, Mariancro. I будем hope I мы said that драться okay. пешком And или it в is арморе, и, truly соответственно, one of просто the берем best video game арморы, soundtracks I have heard in a very long time. уничтожаем And as противников someone who speedruns в RPGs, арморе. the music is so unbelievably important to me because you do a lot of long runs and you're going to be hearing the music of whatever game you play so much. So. Спидранеры Blaze has хвалят also not heard of the музыку damage limit в игре, 'cause that was и 24,000 музыка damage. действительно достойна похвалы, The очень Condor did not expect that. очень Especially after хорошо walloping you подобранные several треки. times, Yeah. basically, too. Yeah, I got a Они little payback местами there. повторяются, So но unfortunately, это because I связано с finished тем, that что combat, треки which I иногда did kind of need треки to привязаны do к to get локациям. the Grimoire То есть shard один there, для подземелья, we один lost our для speed. So I'm такого-то, going to go ahead and get один that другого. back in a second. But I'm going to Музыка go ahead and драки pay a мне не visit очень back понравилась, to where the но Condor все was to остальное, pick вся up остальная this музыка guy. вообще по кайфу. This is Bao. Bao is going to give me extra SP. In my encounters that I'm going to do, and I do have to do a certain amount of grinding here. Теперь in just a мы minute. как бы It's находимся в not too официальном bad мидгейме, by RPG и standards, I сейчас самое promise, время нам but that will make it more efficient. So, прокачаться. hi, Tack. Act the yak. Attack the Чтобы прокачаться, нам Doing what we нужно need добраться done до best нужного here. места. Yep. Нам We lived through a проще hit this time, погибнуть Yeah, и because I put получить it back on ООБ, easy, but he still overmatches Len quite easily. и, I соответственно, really благодаря just need to этому enable the добраться speed куда нам glitch нужно. again here because I don't want to go out of bounds. So. One cool thing I will just point out about the glitches in this game is they're actually fairly easy to do. I am not a glitch. I don't do a lot of glitches in my speedruns typically, and this game makes it very easy on Очень me. легко So делаются гличи, that's говорит nice. The спидранер. only Ну, caveat is you need это to be doing this радует. older build of the game to believe the full patched version has this all fixed. Yeah, the glitches are patched out of the current patch, but we do have a pretty последнем good патче все guide гличи for down patching if you're interested in this run. пофикшен. And I will also just add the Ну, вы glitchless можете category of дон this game патчить is игру. extremely fun in my opinion. Wait, So we're trying to wait. get more people playing that as well. What's going on? What We can't hurt Tack. What? the? Oh yeah. Oh, Tack. Oh yeah. No. 2 days from retirement. No! Oh. Say goodbye to Tack forever, Мы everybody. убиваем Яка, Fixed attack. который нам так I need to tag. хорошо Tag помогал. has entry on the reward board. Oh, yeah, that was a Нам нужно его building. победить, Don't потому worry. что он нам Getting даст getting отметку our в журнале. on. В Yeah. журнале нам The нужно получить sequence I'm достаточно going отметок, through чтобы right now, получить is actually all about воду filling up the reward board, because I need a chain of 8. We haven't looked at А, the да, reward вот, board yet. воду. I'll show it off here in just a minute because I'm going to need to go into it. Tack's back. Tack's back, Yeah, y'all. don't worry, Tack is okay. Вот, а вода святая нам We нужна для found a того, new чтобы Tack, everyone. поговорить No, So, it's definitely the same Tack, probably. I со need to go to the Warrior статуями. Shrine now, so we're going that way. И мы, We're going this way, соответственно, I should сейчас say. I двигаемся need to к be careful статуе. movement-wise again, because there's a waterfall that if I get too Вот. close to it, the game is going to Shrine. not be happy with me. So I'm Shrine у going to give нас, it a nice как wide это berth there. называется, Okay, good. святилище. Couple of soft lock possibilities in this game, and I'm very wary of them because Здесь есть they're a некоторые little места, bit где можно annoying. So, зафлочиться. Yeah, this game does have a Воду really мы уже nice заранее autosave подняли. system, though. yeah, it's not anything that I can't Я так work around, but I понимаю, would prefer поскольку not to have он something будет like получать that еще happen одну if воду, at all он еще possible, so. будет убивать, Hey, what's a slurs? Those are ну, slurs. получать сейф. So that got me the Сейф, Warrior Emblem because you're supposed to сейвовый get that fairly шрайн. early on. So it's a Шрайн pretty Монка easy fight даст by my нам standards. I'm also going to tag this very плюс important fast travel crystal because this is where I'm going to do 40% my хп, grind. или что-то Oh такое heck, look очень, at the little очень sparkle Ooh, pigs. Let's yes. go. Sparkle pigs. Wow. All right. That'll be Теперь more, that'll мы be в more секции important later. фарма. Let's check on Нам my нужно reward board. Good. I нафармить have my 8 chain, which is what I need to 150 collect SP. another sacred water and another grimoire shard, so I'm good there. And we just have a couple more bosses to kill for more grimoire shards, and then we will be able to не сейчас. kind Ну of ладно, wrap чуть things попозже up мы here. вернемся So сюда we're getting пофармить. pretty close to the end game. I'm going to be doing this next boss. This is kind of the reverse of how you would do this if you're playing casually. We're going to a fight called the Dream Eater. And I'm just going to sort of sneak in the back because I don't want to go Боссы through the здесь тоже dungeon that, круто you know, he's выглядят, the круто boss of. I'd нарисованы. rather just kind of go to Так the как exit and go in that ну, way. So. хочется это видеть. Жалко, что весь мейн-гейм, ну, достаточно просто проходится, если This is все a very пылесосится. tricky boss to optimize because for every certain amount of HP you knock off of him, he does an interruption and kind of like a mini cutscene in the И battle.
Этот босс неприятный для спидрана, потому что он имеет способность прерывать бой и использовать какую-то способность. И вот сейчас мы это можем видеть. А наша задача, соответственно, заскипать такую фазу. И нам нужно сейчас бы его заваншотить. Also visually, notice like all the swords sticking out of this boss. That's like a, I don't know if that's a motif or what, but it's cool. Достаточно урона получилось, отлично. Просто накинули минус армор и использовали ультимативную способность. Yeah, notice that was a boss, and Blaze only got 7 SP, and that Sparkle Pig fight with the 2 Sparkle Pigs gave 18 SP earlier. Yeah, there is definitely a reason why Так, теперь we grind off of that specific святилище spot. This монаха. is the second emblem that we're going to get in the run, by the way. This is the monk emblem. This one is a little more of like a В нормальном ране safety. мы It's not не really будем required to finish the run, but it makes it so much easier because in addition to брать. abilities, the emblems Но will also поскольку give это you very hefty марафонный stat ups. спидран, мы хотим So we're быть going to go ahead and put this on максимально Bethraz. It's going защищены to give от him plus любых 50% hit неприятностей. points, which is a lot, obviously. So. Ультрас у нас Then we really just have one more boss fight один down из here, самых тонких in the персонажей. Flower Fields of Perpetua. I have to kind of run out and run back into the boss cutscene here. Поскольку он DPS-ер, он нам нужен для дебафов в конце игры, поэтому мы бахнем ему эту эмблему, она даст ему много хп. У нас босс. Bug Angel, nothing to see here, folks. Perfectly normal RPG things. So Rob has an ability now because of the warrior emblem called Power Swing, which is an AoE, and that is very, very, very good. We like AoEs, so yeah, that boss is done. That is the босс с last легкостью grimoire погибает, shard that we потому need что to у finish нас the run. So now I'm going to go золото ahead and отлично. start the grind. Потому что у нас I need about 150 лейтгейм шмотки. SP. А, вот теперь грайнд, In окей, order отлично. to get Нам that, нужно I'm набрать gonna go ahead 150 and СП. get my party squared away here. I want to use Мы Killian получим Bethraz. больше СП, I'm also going to go ahead and но collect all this random SP off the reward board. Anything with a red dot has SP 150 associated нам with нужно it, так, чтобы было написано and 150. that will help me get the Собираем skills that красные I need. точечки, они дают And I нам also экстра need to XP, actually learn the которые нам last нужны. of the skills that I need because that way. Okay, the game doesn't like the fact that I have Killian right now, so it's okay. It just took me a second to confirm that I was on the right screen there. But yeah, I'm going to go ahead and finish getting my stats here. I'm going to go ahead and start my grind. Yeah, and he's waiting until now to do the grinding. Just Больше уровней мы не получим, поэтому сейчас самое время залевелапаться. You need to learn the skills before you grind. Получаем Otherwise they will not вторую get any сетку SP, способностей. and so that is a very Качаем important sort ОПшный of рестрейн sequencing to на the run. The really important дление. abilities I need here, and we'll talk Качаем about this a ОПшное little bit more before продление the в final boss дебафов fight. на But the киллиане. final boss fight is very dependent on elemental Качаем damage. So Rob is going to get water attack, and also a утяжеление charging и ability, which will sort of give him a воду ton of на наших саппортящих damage as персонажей. Now, И все это ради того, чтобы наложить достаточно дебафов на боссов и And I'm going to be counting to просто их 150 here, ваншотать so I'm going to be благодаря focused on that. And Робу. Kyle, you have У Роба multiple minutes for donations here в while I'm doing способностях this, есть so встроенный урон, встроенный водяной урон, и это очень сильно, если уметь этим пользоваться. Lots of well-deserved hype for this game. Now, how do we get good boy Cress a sky armor suit of his own? Oh, thank you, Ferric. Love you. We've got $250 from Berserk Badger. По-хорошему, мы бы хотели уничтожить этих пиглинов, когда у них есть в пачке какой-то блестящий пиглин. Блестящий или сверкающий пиглин, пигер, дает больше лута и очень много Соответственно, если будет хотя бы один, мы будем получать от 12 до 14 дополнительного опыта. Если ни одного, то где-то 6-7.
Даже, наверное, We're 5-7. about halfway done И now, может Kyle, быть so you их can keep больше, going. чем You один, got it. We've got два, может быть $250 больше from даже, чем our два. Но я Chiral. видел максимум They 2. say, I've been working on И это, this game for соответственно, over 7 18-20 years, опыта. and you complete it in under Сейчас an спидранер, hour? соответственно, считает, How сколько do I опыта он feel? набирает. Very proud. Oh my Thanks gosh. for Пока что running. рандом его I не mentioned любит. earlier, our Chiral Не is the дает one он person who made блестящих this game, лидеров. essentially. So thank you so much for making this wonderful, beautiful game. And I would love it if we Поскольку could мы get a сейчас round of грандим, applause for our Chiral. спидранеры и коуч просто общаются, говорят, что присоединяйтесь, We've got $25 мы from будем рады вас D13 видеть в Michael, спидран who says, комьюнити и так shout далее, и out to так the далее. British metalcore band Zilf, who are indie devs themselves. Check out Parish. We came up with the idea for the song and pitched the idea to them, and the next day they went to the studio and recorded it after writing the Будет не lyrics сам, and notes just for the game. с одной стороны. С другой стороны, на самой простой The song had сложности, lyrics. наверное, будет просто. Probably turtle related. Может быть, стоит попробовать. We got $50 from Frost Caramew, who says, best of luck, Moonblaze Wolf. Excited for this run and chugging energy drinks to watch it. Also, trans rights are human rights. Less than 3. Hell yeah. Biff the Moose gives $50 and says, good luck with your run, Blaze. Chain those echoes. And $20 from Tillerin, who says, wishing Moonblaze Но Wolf с самой all простой the luck on his сложности, chained echoes или run. точнее Keep that понизив coffee внутри handy and игры have fun. сложность, Livy через, said it's about maybe a через 1 minute функции difference or so универсального between доступа. really good Sparkle Pig luck and really bad luck. Yeah, this Игра hasn't реально been the становится greatest. очень I'm простой. getting close to done. I probably have about 30 more SP. I'm gonna probably overshoot just for Почти ни marathon одна safety драка as у меня не well. вызвала But if I don't сложности. have the SP to level up the skills that I need, I can easily just kind of hop back in and get a few more. But I definitely want to get it right the first time. So I think I've got maybe like 3 more fights, Kyle. So if you have like 1 or 2 more donations or announcements, we can squeeze those in. You got it. We've got $100 from an Eternal Enigma, who Как же says, ему не let's везет get со Schmumbler in свинками, that meat suit. не светится, And just an update on that category. We не have дает broken больше экспы. $2,000 towards that, so less than $1,000 to go. Keep them coming. Спидранер уже сдался и Let's просто get их meat подряд убивает. I want to see what that suit А, is. нет, тут был My блестящий. curiosity's been piqued. I've heard that it's meat. Тут тоже есть блестящий. And we have a $5 donation from Nox that says, the Sky Armor fights remind me of the Xenogears gear fights. I'm in. Thanks for the run, Moonblaze Wolf. All right, I'm thinking this is probably the last fight. So let me see if I have the SP I need to actually Попробуем level up улучшить the skills that I need here. способности, которые нам дадут So I want to make sure all of the core возможности skills that I закончить need игру. are at least level 2, and it looks like we're pretty good there. So. And just a note, I have seen that meat suit, and it is truly cursed. So you do want to get that incentive in. Oh dear. All right, one more level of attack up here. Yeah, I think we're good. So I'm gonna go ahead and get to the end here. Who do I want? У Роба последний уровень атаки, это плюс 15% в атаке. Второй уровень воды, это плюс 5% урона по противникам, у которых есть слабость к воде. Соответственно, поскольку мы закончили фармить, нам нужно снова получить загличеватый статус конца игры. Загрузиться. Лол, нам даже не надо, можно телепортироваться, совсем забыл. Backups are actually pretty important. Backup characters, I should say. And I'm actually going to go ahead and give Len armor now, because I think she's suffered enough. One more thing I need to do here. We're going to move those Swift Sandals onto Victor now, because I want Victor to go first during this fight, if at all possible. Дадим Барду I think we are ready возможность to give this a go. или шанс сходить This is первым. actually a 3-phase boss fight. I don't want to do phase 1, so I'm just going to go ahead and run around it here. Это, наверное, стандартно, как любой человек будет играть в эту игру, потому что он у нас бард, баффает, дебаффает. Забавно, что внезапно против нас становится Киллиан. That is Eagle and Amalia with Cress, who was mentioned in one of the donations. Cress is a very, very good boy. So if you like doggos in your RPGs, definitely another reason to grab this game.
Yeah, the strategy here is going to be essentially to debuff the boss in order to deal extra earth and water damage. That's why all those moves were picked up, and it's why we're using the Thraz in the first place. Выкатывается его истинная сила. Тут So I have a very какие-то specific чуваки, sequence of things that I want to get прикрепленные through к twice, and if какой-то I can get through ерунде, the cycle twice и cleanly, the они boss fight should be over сражаются. without Something about those trouble. mage Один heads танк, on the один boss воин, that's один really маг и один familiar, but I саппорт. can't quite place it. Unfortunately, Мы the используем Swift handles did утяжеление. not proc, so this is going to be a little bit more К of a сожалению, challenge. не I don't have прокнули the optimal сандали первого turnover хода. here. We're И going мы to не use смогли Glenn's ultra for the повесить, first time. It's kind of like an all break, and that is really important because не смогли разбрызгать I воду really, на really противников. want to Его бафаем make sure that I don't die because my силу hit атаки. points are probably the weakest У part нас of my очень build мало right хп, мы now. можем погибнуть, но у нас All right, this is not going to do as нормально. much В damage принципе, as I все want, должно but быть. that's just because I do Это not не have the даст double сейчас buff right нам now. много урона, потому что противники не But my мокрые. overdrive meter is looking good. I нас talked есть about the overdrive meter like 3 minutes into the run. ОПшный This is персонаж, the который fight может that бить the по УЕ, overdrive meter I который really have to может pay attention to. Yeah, he wants to stay out of that red продлевать zone at the end because дебафы. it makes his Это abilities очень cost сильно. more and he takes more damage. Yep. This is looking much better. I've На got an утяжеление, agility buff here as заряжаем well. стрелы на Робби, And my hit продляем points are looking pretty good. I'm дебафы. going to go ahead and put up Надо будет my HP намочить. shield here. А, не, мазурку. And Окей, if I мазурка can тоже survive неплохо. this round without too much Мазурка trouble, I дает should нам be in very good shape, I would say. 10% I'm щита going to actually от use the нашего light claymore максимального here because I хп. want to keep myself out of the overdrive. Oh, that was great. Thank you Бах, so much, всех game. убиваем. Также мы использовали атакующую способность на Okay, we got through the scary Бальтразе, boss потому что fight. мы хотим находиться в зеленой части. And there is one more phase. This was the 3-phase. Skip first phase, second phase down, third phase. Yeah, I haven't really зеленой части prepped this particular one too иконки much. сверху слева. I actually do just want to dive right here. Мы уже, в Bing принципе, в bang, конце it sounds игры. familiar to Больше me as нас a Final никакой Fantasy челлендж не IV, ждет. player. Сейчас мы So, сражаемся с hopefully, финальным this боссом is игры, Vayne. Vayne и is мы kind of намеренно погибнем God, от него. so, you know, it's an А RPG. затем Yeah, I We're mean, fighting God. yeah. мы The double game over. заключим битву и Now, появимся в битве в hold on, I have to do this right. крутом арморе, в котором мы не должны никогда появляться в этой драке. There we go. И просто I'm not supposed to be able to use the Sky Armor fight И это in this будет, fight, but соответственно, I'm going to конец игры. sneak it in because I don't want to do Конец this спидрана. fight the way it's intended. So yeah, we're going to do it this Русского, way. It takes a long time to по-моему, do this нет в fight as игре. Я не intended. помню. Yeah, there's like multiple cutscenes. It's a very, very epic Игра final boss fight. не имеет сложного Really, английского, really на мой satisfying if you личный play взгляд. casually. Time is about to come up, by the way. Каждому свое. И... время. Well played. Вот так вот нас познакомили с этой стратегией немножко. We still need to complete the 45 минут. cartographer's tutorial, though. He's gonna be waiting a little while. Даже не знаю, что сказать про этот спидран. Also, okay, I do want to get to the credits because I want people to be able to see things while we're wrapping up here. But I was able to kind of weave in some of my shout outs and thank yous during the run. I just want to also extend a shout out to Kplogs, who is another glitched speedrunner of this game and has helped a lot with sort of optimizing and routing this particular category. And Anchor, who I mentioned earlier, who found pretty much all of the glitches in this run. I also want to give some shout outs to my Fastest Furs community. That means so much to me. And thank you also to the Free Enterprise community and Midwest Speedfest communities. I've had a really wonderful journey through speedrunning for the past 4 or 5 years or есть so. уже спидран And полной I'm игры. so grateful to finally be able to do a run here at GDQ, as well as help out in a more involved role backstage as well. So there are Мне so больше many нравится, вот у people меня есть that are helping стратегия out лотер backstage тет to put this event on. Там You'll норм. see the list of names during the credits at the 3 end of the часа marathon, but it спидранчик. takes so much work and dedication to put this together. 3,5 And I do часа. want to give a shout out to them as well. So thank you for everything that you do over there in the tech station and backstage to make us all look good out here. So Немного. to my commentators, any other shout outs or things that you want to mention here as we're wrapping up? No, but thank you for showing me можно также this, эту игру пройти this вообще за game 8 because минут. it's definitely Не going on обязательно сражаться со всеми my playlist боссами. for sure. Yeah, I already Можно have a просто PS4 зайти disc в pre-ordered for it. катсцену,
Yeah. Shout outs to Tack the Yak, by the way. Игры. The real hero of the Да, run. Can't forget закончится. Tack the Yak. Absolutely. There is a copy of this game, I believe, by the way, in there's Для like этой a категории, да, он crosscode держит bundle, рекорд. and it does involve this game as well as Игры, Lunistis, кстати. I want to say, because those are all made by the same developer. So if you want to win a copy, make sure you donate during that whatever prize block that is that has crosscode in it. But also just go ahead and buy this game if it looks interesting to you, because it is really a labor of love.